исследований прошлых воплощений союзников некоторых людей маги сталкиваются с цивилизациями, намного опережающими современный уровень. В ряде воспоминаний мы видим цивилизацию космического уровня, не только колонизировавшую Солнечную систему, но и создавшую несколько колоний в других звездных системах. То есть будущее нашей цивилизации совпадает с прошлым, существовавшим в глубокой древности. Таким образом, есть два варианта открытия новых технологий. Первый вариант – результат изучения фактов, исследования законов природы и умения делать правильные выводы. Второй вариант – считывание информации в прошлом или будущем. Можно предположить, что некоторая часть открытий делается магами стихии воды, работа с прошлым, или магами стихии воздух, работа с будущим. Кроме технологических открытий, есть еще и память прошлого, запись информации в подсознании людей, имеющих древнюю монаду. При регрессивном гипнозе или ритуале, связанном с реинкарнацией, ритуал посвящения, эту информацию можно извлечь и использовать. Ритуал посвящения, практиковавшийся в тайных обществах, сводится к подъему точки сборки в позицию 4.1 и активизации правого полушария. Для проведения этого ритуала используется большой круг адептов-магов, имеющих уровень не ниже 4.1. Количество адептов обычно определяется магическими циклами 7, 9, 12. Для усиления большого круга количество адептов может быть увеличено кратным образом. 7 3 21, 9 3 27, 12 на 3 36. Основное действие большого круга производится так. Адепты образуют круг и фиксируют свою точку сборки в позиции Анахата Вишудха чакра. Посвящаемый входит в круг после того, как адепты сонастраиваются друг с другом и образуют единую энергетическую систему. Такая сонастройка в диапазоне Анахата чакры возможна при соединении рук. Адепт берет правой рукой левую руку адепта, последующего в круге. И круг замыкается. Для фиксации точки сборки адептов круга используется система Fireball или талисман 17А. Круг посвящения представляет собой энергетическую машину, образованную энергетикой всех включенных в него адептов. Когда получающий посвящение входит в круг, на его точку сборки воздействует коллективная энергетика участников круга, перемещая ее в положение 4.1. Ментальное тело посвящаемого уплотняется, и правое полушарие активизируется. При наличии активных союзников может возникнуть контакт между сознанием и подсознанием, который и является целью ритуала. Вторым вариантом посвящения является посвящение смерти. Здесь используется механизм перезаписи текущей личности, который срабатывает при умирании. В момент смерти сознание переписывается с левого полушария в правую область подсознания, и в следующем воплощении текущее сознание превращается в часть подсознания. Таким образом, обычная участь личности, которая не достигла полного сознания, стала частью подсознания последующей личности. При перезаписи текущей личности в область правого полушария происходит слияние левого и правого полушарий, что обеспечивает сборку личности. Сознание текущей личности начинает взаимодействовать с сознаниями союзников, являющимися духами. Важное свойство духов – возможность мгновенного перемещения на любые расстояния и прохождения через любые препятствия. Таким образом, сознание текущей личности, соединенное с союзником, получает доступ к информации о событиях, происходящих в удаленных точках пространства. Технология посвящения смерти связана с формированием круга посвящения, аналогичного описанному выше. Однако вместо 17А адепты, образующие круг, настраиваются на 13А. Войдя в круг, посвящаемый попадает в зону смерти и испытывает состояние умирания. Это состояние связано с остановкой сердца и характеризуется как клиническая смерть. Остановка сердца является для организма сигналом для начала перезаписи личности в правое полушарие. Когда процесс перезаписи завершается, адепты, стоящие в круге, меняют свою энергетику со смерти на жизнь. 17А. Придя в себя, посвящаемый фиксируется в состоянии связи с союзником. Есть и третий способ получить, дать посвящение. Этот способ связан с ситуациями, в которых спастись, выжить может только человек, обладающий магическим видением. В условиях угрозы жизни человек входит в состояние стресса, и у него может возникнуть состояние аффекта, когда вместо личности управление берет на себя союзник.
Примером такого посвящения является ритуал, который проводили в Осирионе древние египтяне. Ритуальный комплекс «Осирион. Легендарная могила Осириса» представляет собой водный лабиринт. В момент прохождения лабиринта у посвящаемого должно включиться магическое видение для того, чтобы он мог определить помещения, в которых есть воздушная подушка, дающая возможность сделать вдох. Все, кто не увидит спасительных помещений, задохнутся и не пройдут испытания. Такое посвящение скорее является отбором людей, способных входить в состояние аффекта. Испытаний подобного рода множество. Все они сводятся к одному. Все, кто не прошел испытания, автоматически сходят с дистанции. Основной механизм, который использовали тайные общества, это активизация союзников, имевших знания в различных областях науки и техники, живших в период древних высокотехнологических цивилизаций. Эти посвященные строили различные виды вооружений и систем связи. Используя технологии, тайные общества получали деньги и власть, то есть ресурсы, необходимые для создания магической школы. В качестве примера можно привести орден тамплиеров. Они получили технологию биосвязи. Суть этой технологии состоит в том, что пару бабочек помещают в замки, находящиеся в разных странах. Бабочек помещают на одинаковые доски, расчерченные клеточками, в которые одинаково вписаны буквы латинского алфавита. Послания разбивают на буквы и передают, помещая бабочку на соответствующую клетку, букву. Вторая бабочка, находящаяся в замке, расположенном в другой стране, переползает на ту же клетку, чтобы быть с подругой. Таким образом, в XI веке тамплиерам удалось наладить телеграфную связь. Передавая маркетинговую информацию из одной страны в другую, тамплиеры перевозили именно востребованные дорогие товары, извлекая из торговли максимальную прибыль. Второй пример связан с орденом Дракона 15А, остановившим продвижение турок в Восточной Европе. Посвященные специалисты создали ручные огнеметы, использовавшие в качестве топлива греческий огонь. Орден применял еще одну технологию, ту же самую, которую использовали в Древнем Египте для создания оживленных мертвецов, не мертвых. Оживляя погибших воинов, как своих, так и турок, рыцари Ордена Дракона остановили продвижение турок и заключили с султаном мирный договор, главным требованием которого было уничтожение всех созданных упырей. Таким образом, на протяжении всего времени существования новой цивилизации, возникшей после гибели техногенной цивилизации ваннов 25 тысяч лет назад, инициировались люди, обладавшие памятью о достижениях древних.